И всем привет, уважаемые товарищи, с вами снова GreenBro. И что ж, вы просили, получайте. В общем, многие из вас просили, чтобы я вернулся в первый Ocean is Home. Вот. И что ж, самое время как бы в него вернуться. Значит, с вас, как обычно, лайк, с меня, как обычно, сейчас будет интересный какой-то рассказ. Вот. И, собственно, ближе к делу, в этом видео мы с вами сравним Ocean is Home 1 и Ocean is Home 2. То есть Ocean is Home Survival Island и Island Life. В общем, значится, в Ocean is Home 1 я не заходил уже порядка, даже не знаю, ну, меньше, чем полгода, но все равно довольно давно. Вот я сейчас зашел, и типа просто как наш персонаж быстро идет, это очень даже, это прям вообще непривычно. Ладно. Ага, так, у нас тут, значит, бинты, вода, консерва. Так, это я палок сейчас нарубил ножом. Вот, как в старые добрые времена, рубим дерево ножом, да? Значит, погнали, сейчас машину заберем и пригоним ее куда-нибудь сюда. Ну и что ж, поехали как бы сравнивать. Сравнивать Ocean is Home 1 и Ocean is Home 2. В общем, самое кардинальное отличие между этими двумя играми это то, что это по факту игры абсолютно разных жанров. Потому что Ocean is Home 1 это у нас выживание на острове, а Ocean is Home 2 это у нас жизнь на острове. То есть в чем как бы кардинальное отличие? Кардинальное отличие в том, что в Ocean is Home 1 у нас значительно больше свободы действий. Почему? Потому что Ocean is Home 1... О, тут у нас бревна, ты смотри. Потому что Ocean is Home 1 у нас, согласно вот этому вот микросюжету, происходят такие вот события. Значит, падает самолет, вот, и мы с вами как бы терпим крушение вот здесь, на вот этом вот архипелаге из 2 квадратных островов. Острова необитаемы, и поэтому как бы мы можем здесь творить, что хотим, рубить дерево, какие мы хотим, строить дом, где хотим, там построим, я не знаю, пенис из дерева огромный, ну короче, как бы все вот эти вот острова, они как бы в нашем распоряжении. Вот. Ocean is Home 2 это же у нас симулятор жизни. То есть, ну вот если так логично порассуждать, то в принципе можно так посчитать то, что вот мы в первом Ocean is Home, короче, каким-то образом, я не знаю, на вот той вот моторной лодке, где она, неважно, уехали с этого проклятого острова, вот, и доплыли до острова обитаемого, в котором уже есть какая-никакая инфраструктура, вот, а также живут люди, ездят машины, налажено производство всяких ресурсов и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, стоит добавить то, что в Ocean is Home 1 там же, ну, у нас там нефтевышка, там аэродром, там на том острове еще всякие приколы, нанотехнологические телепорты там и прочий бред. Значит, этот остров, он у нас, как можно было догадаться, раньше как бы был обитаем, вот, а со временем перестал быть таковым. Вот. Ну, а во втором там, ну, как я уже говорил, живут люди по сей день. Ну, а что касаемо механик игры. Вот то, что я сказал в начале видео, это быстрая ходьба. Вот почему в Ocean is Home 2 ходьба у нас такая медленная, а в Ocean is Home 1 она такая быстрая. Потому что Ocean is Home 2 это более реалистичная, более заточенная под реализм игра. Вот. Тут же у нас, помните, как было какое-то обновление, там где разработчики мне, так сказать, дом порвали на 2 части. Это ж там они фиксили вот это вот размеры, то есть там человек у нас что-то 3,5 метра был, там все вот эти вот основания и прочее, экзотика у нас была тоже там огромных размеров, вот, ну и они там это чинили. В Ocean is Home 2 там изначально были все размеры, так сказать, подогнаны максимально сбалансированно и так далее и тому подобное.
Также у нас отличается физическая модель всего. В Ocean's Home 1 у нас ничего, никаких физических свойств, никакими свойствами не обладает. Ну, разве что там машина едет по инерции, там персонаж вот падает за счет силы гравитации. Ну, а так-то, в принципе, ничего, никаких физических свойств не обладает. То есть, ну, там, машина на кочках подпрыгивает, будто она картонная. Вот. Ну, а в Ocean's Home 2 это все намного более проработано, более детализировано. Физика автомобилей там вообще прикольно. Ну, короче, кому я что рассказываю? Вы же и сами это прекрасно все знаете и понимаете. Так, давайте, знаете что? Давайте поставим деревянное основание. Вот, и сделаем себе халупу. Ну, и сразу же хочу прояснить один момент. Это то, что я сейчас не планирую начинать заново прохождение первого Ocean's Home. То есть я просто сейчас снимаю этот видос, потому что вы меня попросили в него вернуться. Конечно же, не стоит забывать о том, что игра Ocean's Home 2, она у нас сейчас находится в разработке. Она вышла... Когда она вышла? Она вышла 3 октября, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, меня в комментариях. Вот, то есть всего лишь примерно там 3 месяца назад. Вот, поэтому она еще, ну, недоработанная досконально. То есть еще у разработчиков максимально амбициозные планы. Вот, и они их сейчас потихоньку воплощают в жизнь. Ну, и поскольку как бы игра не совсем доработана, то у первого Ocean's Home как бы есть некоторые преимущества. Вот, например, преимущество в системе уровней. Ну, то есть, ну, уж видите, как бы то, что во втором Ocean's Home, там уровни, они вообще как-то не особо копятся, вот, ну, а разработчики над этим сейчас работают и как бы корректируют все вот эти вот системы именно накопления уровня за определенные действия, а также систему наград за достижение нового и нового уровня. Что хочется сказать про монстров и про всякие базы, ну там как бы в принципе все абсолютно точно так же, вот, за исключением вот этой вот, помните, на Хорнете, так, где карта, вот карта, вот там вот, я не помню точно где, так, снизу у нас база зомби была, да где-то, короче, там сверху у нас же, ну вот эта лаборатория со злобными мутантами. Вот, в Ocean's Home 2 таких приколов у нас нет. У нас есть там какая-то закрытая коробка, вот, но как бы что она имеет в виду, это, ну, не совсем понятно. Вот, потому что она пока что закрыта, и туда проникнуть, ну, не того, не получается. Вот, значит, в чем также, ну, это лично по моему мнению, в чем значительное преимущество Ocean's Home 2 над Ocean's Home 1. Это в том, что в первом Ocean's Home у нас нету никакой экономической системы. Ну и в принципе она быть не может, потому что игра является сэндбоксовым выживанием. Вот. А Ocean's Home 2 это именно симулятор жизни со своей экономической системой, то есть донатить абсолютно не обязательно. Вот, а можно просто именно выполняя какие-либо внутриигровые действия, то есть пока что это только доставлять посылки, а скоро там добавятся еще там всякие заказы на ресурсы, там я не знаю, там, может быть работа дальнобойщиком каким-то или еще кем-то. Ну, то есть это у нас полноценный такой будет. Вот почему-то у меня проходит ассоциация с игрой Big City Life. Вот. Знаете, я, короче, давным-давно, почти 3 года назад у себя снимал, я там что-то 5 серий снял и забросил, вот, потому что мало просмотров было. Ну, хотя, у меня тогда везде мало просмотров было, потому что тогда я как бы никому был нафиг и не нужен. Вот. Поменялось ли что-то сейчас? Возможно. Собственно, по поводу Big City Life, это ж там игра про ну, как бы про симулятор жизни. Не про симулятор жизни, это и есть такой себе симулятор жизни. Вот, там, где в городе живешь себе, вот, и там
работаешь пиццерийщиком, потом там еще кем-то, потом там можно вором стать. Ну, короче, игра прикольная, но очень сырая и недоработанная. По сей день причем. Вот так, надо бы нам какой-то инструмент сделать, наверное. Так, кровать, у нас нужна ткань, чтобы пропустить ночь. Увы, увы. Так, что у нас дешевле делается? Блин, полублок у нас дешевле делается. А знаете, что я подумал? Смотрите, сейчас, значит, ставим одну стену, вот, сделаем 2 полублока, и это будет как бы беседка. Ну а чё, экономия ресурсов как бы полным ходом. Вот. Конечно же, мне будет очень интересно послушать ваше мнение по поводу сравнения Ocean's Home 1 и Ocean's Home 2. Вот, так что обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно пишите, если вы со мной совершенно не согласны. Пишите, если вы со мной согласны. А также пишите какие-то свои дополнения вот, к моим словам. Собственно, берем, ставим стенку. Так, не, ну я, конечно, блин, по-майнкрафтерски выразился, полублок. Это ж у нас не полублок. Это у нас... Как оно называется? Ладно, сейчас оно у нас докрафтится, и я скажу, как оно называется. Так, опа, камень был. Камень надо взять. Где он? Эй, куда делся? Стой. А, вот. Вот он, камень. Так, знаете что, я, пожалуй, фары включу, потому что это не дело. Такая темень, что я еще потеряюсь. Так, ну было бы неплохо, наверное, костер замутить, потому что, ну, это ж у нас как бы основополагающий предмет в любой игре про выживание. Вот. Именно поэтому у нас в Ocean's Home 2 костер отсутствует, потому что это не выживание, это жизнь. Симулятор жизни. Вот. Я когда где-то несколько серий назад я хотел сделать такой прикол, создать костер и разместить его прямо у себя в доме, в жилище. Вот. Но я понял то, что костра у нас в игре нет, поэтому, к сожалению, увы, я этого сделать не смог. Вот. И потом мне пришла в голову идея, типа, ну, значит, видимо, ну, дом как-то освещать надо, елка освещает очень даже не очень. Вот, значит, нужно провести как-то электричество, освещение какое-то намутить у себя дома. Вот, ну и так вот, собственно, и появилось видео, которое... Ага, предыдущее, перед этим. Вот. Если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, потому что это именно так. Так, мне нужен один камень, чтобы я сделал себе топор. Я нашел во, камень. Все, балдеж. Отлично. Так, а ну-ка, давайте для начала глянем вот сюда. Вот, половина деревянной стены. Вот так вот это произносится. Все, пока оно у нас крафтится, погнали к своей беседке. Сейчас мы расставим вот эти вот половины деревянной стены. Вот, и будем сидеть... Блин, это будет похоже на кресло. Наверное. Ну, сейчас посмотрим. Так. Оба. Ну, типа, вот это как подлокотники. Вот, а это типа как сидушка. Ну, только, чтобы это было реально кресло, надо было основание чуть-чуть поднять повыше. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Также, что хотелось бы добавить по поводу Ocean's Home 2, так это то, что, как бы, как вы могли понять, деревья там рубить вот так вот, как я вот сейчас бегаю и рублю, ни в коем случае нельзя. Опять-таки, потому что это не выживание, а жизнь. Потому что ты живешь в городе, ну как в городе, это не город, это ПГТшка какая-то, если вообще не село. Потому что, ну, реально, там же нету каких-то таких больших домов, к тому же недавно переработали карту, и у нас остались только одноэтажки. Вот, ну, кроме вот того вот мотеля, который по пути на аэропорт у нас. Вот, но он у нас как бы за городом, поэтому мы его не считаем. Это, я думаю, вы со мной согласитесь. Так, давайте сделаем топор.
Всё прекрасно. Вообще замечательно. Вот. Так вот, я продолжу. Значит, по поводу того, что ты живешь в городе, и ты как бы должен придерживаться каких-то правил города. То есть ты строишь только на участке, который тебе выделен. Вот, а ты рубишь только те дрова, которые можно. Потому что, ну, реально, это город, как бы, какой адекватный человек, вот пришел, как бы, чел какой-то в город и начал там дерево, которое идеально дополняет весь пейзаж, начал его рубить. Ну, что, ну, приедут, как бы, коварные проклятые, его арестуют, сами понимаете. Эх, вот такие вот дела. Ну, короче, жду ваших комментариев. Вот, пишите, если вы хотите еще там видосов по первому Ocean is Home. Пишите, если вы хотите какую-то другую игру. Если вы нашли какой-то очень там годный продукт, пишите, я его заценю и, может быть, сниму по нему ролик. Вот, ну и что ж, значит, сейчас мы с вами закончим делать. Так, вот, я эволюционировал в каменный век из железного. У меня был железный нож, теперь у меня железный деревянный топор. Значит, давайте теперь закончим делать наше кресло с крышей, нашу вот эту вот инвалидскую беседочку. Вот, и будем на этом заканчивать видео. Вот так. Так, ну шо, сколько? Давай, еще 3 штуки. Я просто не помню, сколько нам необходимо дерева на потолок. Вот, поэтому сейчас мы действуем наугад. Теперь давайте взглянем. Потолок 15. Ну, как раз я нарубил достаточно. Сейчас сделаем еще одну доску. Так. Заделали. Хорошо. И вот. Все, теперь можно при помощи респауна вернуться на место. Ага, и вон наше место, как бы, на которое мы сейчас вернемся. Да. Конечно, оно как-то, ну, немножко кривовасто, оно смотрит вот туда, на эту лодочную станцию, но кого это вообще волнует, камон? Я же просто вот это вот все строю чисто для того, чтобы как-то, ну, чтобы был какой-то геймплей, пока я разговариваю. Ну, в общем, на этом все. Пишите комментарии, подписывайтесь. Всем удачи, до новых встреч и пока-пока.